Интересно, почему некоторые пары любят сходиться и расходиться? Знаю несколько пар, но каждый год появляется все больше и больше таких знакомых. Это нормально? Да, Елизавета, дело в том, что это совершенно нормально, хоть и не вписывается в какую-то картинку нашего идеального мира. Дело в том, что у многих людей вот эта нестабильность, когда люди то сходятся, то расходятся, она вызывает чувство тревоги некоторой. То есть мы, когда видим чужую историю, на самом деле мы всегда подставляем себя на роль одного из персонажей. Например, если мы видим историю, где мужчина-женщина, и мы женщина, да, я женщина, то я подставлю себя, возможно, на роль женщины и представлю, а как мне было бы на ее месте. И почему возникает вопрос, это нормально, когда люди сходятся и расходятся, потому что, наверное, вам, если бы вы оказались в такой ситуации, и вы с вашим партнером вот были в этих качелях, то сходимся, то расходимся, наверное, вам бы стало тревожно. Но дело в том, что для многих людей это норма. Давайте приведу пример, для кого это будет нормой, и кто даже не будет не то что тревожиться в этом, а будет кайфовать от этой нестабильности. Есть такая категория людей, их на самом деле очень много. Возможно, кто-то сейчас в этом видео узнает себя в этой категории людей. Это люди, которые не могут выдерживать долго близость с каким-то человеком. То есть, когда вроде бы хочется близко очень открыться, довериться, знать все про него, но когда очень сильно приближаешься, становится страшно. Обычно это страх, что он увидит меня настоящей такой, какая есть, он узнает все обо мне, а я что-то в себе не принимаю. И тогда, когда я понимаю, что вот-вот он меня полностью узнает, всю как раскрытую, прочитанную книгу, то становится страшно, человек закрывается, собирает вещи и убегает. Но чувство же есть, влюбленность есть, он убежал, появилась дистанция, появилось такое чувство, безопасно. И дальше они опять начинают сходиться. Это одна из возможных причин. Еще одна из возможных причин – это жизнь с постоянной дозой адреналина. Адреналин – это гормон стресса, то есть многие люди выросли с потребностью жить с постоянно высоким уровнем стресса. Почему так бывает? Если ваши родители, например, жили по такой схеме оба, если ваши родители, вы не видели в детстве примера людей, близких, прям вот, с кого можно как ролевую модель снять сценарий жизни, если вы не видели людей, которые живут в успехе, в изобилии, в достатке, в спокойности, и это их норма жизни, и они умеют получать от жизни удовольствие, а наоборот, все рядом вокруг были тревожные, постоянно с чувством дефицита, со страхом, что деньги закончатся, со страхом, что мужик уйдет, с работы выгонят, квартиру отберут, деньги в банк нести страшно на вклад, там же они сгорают иногда. То есть, понимаете, такой высокий уровень тревоги. Это определенные гормоны вырабатываются на эту тревогу, адреналин, например, кортизол. И человек начинает чувствовать, что норма жизни – это когда вот так, когда тревога и постоянно что-то качели, что-то происходит, что-то нестабильное. И когда мы вырастаем с таким чувством нормы нездоровым, если мы долго находимся в отношениях, и там стабильно понятно все, он меня любит, я его люблю, никто никому не изменяет, у нас взаимопонимание, то в какой-то момент вот это начинает тревожность появляться, что что-то ненормально. Нужно самому себе, это все происходит бессознательно, никто не отдает себе в этом отчет, пока не начинает ходить к психологу и замечать, благодаря психологу, благодаря обратной связи психолога, замечать, что он проживает такой сценарий, да? И человек начинает вот в этом чувстве, в этом моменте такого плата, стабильности, чувствовать, что что-то подозрительно хорошо, я живу. Какая-то засада сейчас будет. Начинает повышаться уровень тревоги, и люди начинают сами себе создавать проблемы. Например, цепляться к партнеру, находить в нем недостатки, ведь в любом человеке можно найти недостатки, что-то усугублять, в общем, сами ломать дров, расходиться, случается стресс,
тревога, жизнь становится непредсказуемой, гормоны растут, все как нужно, все как я привык, все как все мои предки жили, и люди расходятся. Ну а потом влюбленность, все равно притягиваешься к друг другу, сходишься обратно. Поэтому вы не переживайте, для очень многих людей это их норма жизни. А с точки зрения психологии, здоровые это отношения, допустим, или нездоровые, если человек принимает это, если ему нормально, пока он сам не хочет что-то изменить, это действительно норма жизни. То есть это нормально, так можно жить, так люди живут. Главное, чтобы человеку было хорошо. И это может стать лично его не нормой лишь в тот момент, когда он захочет это изменить, станет с этим не согласен и подумает, что-то я устал уже на этих гормональных качелях качаться, хочу научиться жить спокойной, расслабленной жизнью в удовольствие, помоги мне, психолог. И вот только тогда это можно признать не нормой. Когда мы видим это со стороны, и нам кажется это ненормальным, это наше ошибочное восприятие. Если людям в этом хорошо, значит это нормально.